Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Наше большое путешествие по Европе на автомобиле продолжается. Позади остались Альпы, озеро Люцерн, виноградники Эльзаса и маленькие французские деревни. Приглашаем посмотреть предыдущие серии. А сегодня новая страна, новый берег и совсем другой ритм жизни. Еще несколько сотен километров французских дорог, короткий транзит через Люксембург и путь к Ла-Маншу. Мы покажем вам, как проходит путешествие под Ла-Маншем на поезде. А затем пригласим взглянуть на Лондон немного иначе. Мы покажем город, в котором живут. Город, в котором играют в футбол, покупают мясо к семейному ужину, украшают дома к осени и танцуют в Альберт-Холле. Уверены, такую сторону Лондона туристы видят редко. Готовы? Тогда вперед! Европа словно решила проводить нас по-настоящему. С самого утра дорогу накрыл сильный дождь. Нам тоже немного грустно было прощаться. Какой сильный дождь! Всем привет! Мы заканчиваем наше путешествие по Европе. И сейчас это кажется так далеко, залитая солнцем Франция, зеленые яркие виноградники, синее море Италии. Прекрасная была погода, были сказочные дни. А сейчас мы едем по Бельгии, идет сильный дождь, дует сильный ветер. И это совсем другой мир, совсем другое настроение. Мы на последнем этапе. Сегодня мы планируем проехать на поезде под Ла-Маншем через туннель. Мы едем в Кале, там терминалы, там посадка в поезд. Таможенный паспортный контроль. Сразу пройдем 2 границы и преодолеем туннель с французской стороны в Великобританию. Ну а через буквально неделю будем возвращаться и преодолеем этот же туннель, но уже со стороны Великобритании в сторону Франции. Так что у нас в планах снять все детали, показать вам подробно, как это выглядит. И там действительно все очень удобно и все хорошо организовано. Есть такой у них сервис, скажем так. Теперь, когда садишься на платформу, строка бегущая, расслабьтесь, теперь мы вас везем. И это так приободряет. Ну и интересно то, что ты не выходишь из своей машины, ты сидишь в своем автомобиле, просто тебя везут. Но погода переменчива. Ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, и вместе с небом изменилось наше настроение. До Великобритании остаются считанные километры. Все время по дороге знаки, все время надписи. И вот уже перед нами указатель туннель Ла-Манш. Стоит, что онлайн мы купили билет, и это значительно сокращает время транзита, скажем так, через зону. Поэтому рекомендуем покупать онлайн. И вот мы сворачиваем к терминалу. Автоматическую регистрацию проходим быстро и без проблем. Система сама находит нашу бронь, показывает фамилию, номер автомобиля и время отправления. Нужно только подтвердить несколько данных, и посадочный билет в руках. Если есть поезд, и ты успеваешь раньше, система может предложить тебе выбор, и можно поменять свой билет. Здесь очень лояльно. Стрелок много, указателей. В общем-то, тут трудно заблудиться. Подъезжаем к паспортному контролю. Сначала французский, а буквально через несколько минут британский. Из автомобиля выходить не нужно, достаточно передать паспорт пограничнику. Теперь пройдем следующую границу. После прохождения границы мы фактически оказываемся на территории Великобритании. Когда поезд прибудет на другую сторону Ла-Манша, никаких дополнительных проверок проходить не придется. Следуя указателям и сигналам светофоров, продвигаемся к платформе.
Честно говоря, мы немного переживали из-за содержимого багажника. После Эльзаса и Тосканы в нем было чуть больше местного вина, чем разрешено правилами. Но все прошло спокойно, без дополнительных проверок. Организация впечатляет. Десятки автомобилей, автобусов, автодомов движутся без суеты и задержек. Персонал внимательно следит за процессом и помогает водителям занять нужные полосы. Въезжаем. Мы на второй этаж. В этот раз да. Машины одна за другой заезжают в состав. Сотрудники контролируют каждый этап загрузки. Наш автомобиль занимает место в одной из секций поезда. If you require any assistance, you can call a crew member using the call points situated on the side panels of the carriage. Ворота закрываются, и состав начинает движение. Поезд уверенно набирает ход. Спускаемся под воду. Где-то над нами идут морские суда, а мы движемся под проливом. Ну что, друзья, мы уже в поезде, мы в своей машине, выполнили все правила, которые только что были озвучены, что окна должны быть открыты наполовину, что мы должны стоять на стояночном тормозе, нельзя проходить между машинами. В общем, выходить из машин можно, здесь есть туалеты, но нужно соблюдать правила. Входят ассистенты, в случае необходимости можно обратиться. Все время регистрации и паспортных контролей у нас забрало, не больше 15 минут, я думаю. Да, В смысле, от въезда шлагбаума, получения билета Да, до поезда. до поезда. Даже нам удалось проехать на час раньше, чем то время, которое было указано у нас на билете. Никто нам не сделал никаких замечаний. Мы все следовали всем знакам движения и инструкциям, и нам показали: заезжайте на поезд. В течение дороги есть Wi-Fi, можно поспать, можно отдохнуть, можно перекусить. Всего через полчаса в окнах появляется дневной свет. Мы на другой стороне Ла-Манша. И Великобритания встречает нас солнечной погодой. Звучит сигнал о прибытии. Пассажиров просят вернуться в автомобили. Ladies and gentlemen, we shall be arriving shortly. Please return to your vehicle. Он сказал: поехали. Ворота секции открываются. Один за другим автомобили запускают двигатели и начинают движение. Через несколько минут мы уже выезжаем из терминала. Впереди первые километры британских дорог. И главное правило, о котором теперь нельзя забывать: движение здесь левостороннее. Итак, мы в Великобритании, друзья. До Лондона у нас порядка 83 миль, и навигатор показывает час 48. Хорошо видно, что в Великобритании левостороннее движение. Мы едем с левой стороны дороги, а с правой стороны мчатся машины нам навстречу. Тебе очень легко привыкнуть. Впервые, это больше 10 лет назад, в Новой Зеландии мы попали на такую дорогу. Никогда не ездили с правым рулем по левой стороне. Мы в аэропорту получили машину и 18 дней благополучно проехали. Но на данный момент мне все равно. Правая сторона, левая сторона, машина-автомат, механика, опыт великой дело. Мы к этому времени преодолели уже 4000 километров. Без нескольких-то. 2 недели мы уже катаемся по Европе. Конечно, все быстро, но мы наметили себе вехи, и мы обязательно спланируем какие-нибудь интересные, красивые путешествия. Мы въезжаем в Лондон. Это пригороды. Движение по Лондону требует, конечно, внимания, аккуратности.
Разрешенная скорость движения чуть больше 30 км в час, 20 миль. При этом очень много камер, везде контроль. Поверните налево. Затем ваше место назначения будет справа. И вот мы на месте. Ура! Welcome to London! Дорога закончилась, и теперь мы готовы показать вам тот Лондон, который обещали. Лондон прекрасен в любое время года, но в октябре он особенно красив. Так что приготовьтесь, будет по-осеннему ярко и по-английски элегантно. У Лондона много известных символов, но сегодня не про Биг Бен. Мы собрали свою маленькую коллекцию, и знакомство с городом хочется начать именно с этих символов. Вот первый, едет прямо нам навстречу. Красный двухэтажный автобус. Мы помним его еще из школьных учебников. И, наверное, кто из нас не мечтал на нем прокатиться? А вот знаменитые английские такси, черные кэбы. Правда, сегодня они уже бывают не только черными. Нам встречались и голубые, и желтые. Следующий символ – круглые почтовые ящики. Лондон умеет сохранять свои традиции. И, конечно, красные телефонные будки. Даже если ими почти никто не пользуется, без них город представить трудно. Продолжаем прогулку вдоль стены старых кирпичных зданий. Они стоят здесь, плотно прижавшись друг к другу, и кажется, уже не одно столетие. И рядом совсем другой Лондон. Современный, просторный, с широкими проспектами, скверами и яркими клумбами. Удивительно, как органично этот город соединяет старую архитектуру и современную жизнь. Похоже, настало время перевести дух и немного подкрепиться. Итальянский ресторан со столиками на улице подходит идеально для этого погожего дня. За встречу в Лондоне и за наше большое путешествие. После городской суеты хочется немножко тишины. Лондон очень зеленый город. Здесь почти всегда рядом есть парк, сквер или хотя бы маленький уголок природы. Ручей, озеро, утки, лебеди, иногда даже олени. Такие природные декорации нашей прогулки. А какие краски дарит октябрь? Спелый шиповник, ежевика, желуди, яркие кустарники и осенние листья. Именно за такие детали мы особенно любим путешествия. Но Лондон не только отдыхает в парках и пьет кофе, он еще и живет футболом. Сегодня мы отправляемся поддержать нашего внука Тайлера в ответственном матче. Сколько видит око, столько футбольные поля. Дети разного возраста играют, девочки, мальчики, родители болеют. Здорово. Сегодня очень хорошая, прям футбольная погода. Команды готовы, приветствие соперников и последние наставления тренеров. Матч начинается. На поле кипят настоящие страсти, азарт, скорость, борьба за каждый мяч и желание победить. А вам приводилось быть на месте болельщиков, когда на поле играли дети? Тайлер играет в нападении. В этот день удача была на его стороне. Ему дважды удалось поразить ворота соперника. Нашей радости не было предела. Снова меняем картинку. Мы же обещали показать нетуристический Лондон. Теперь заглянем в мясную лавку. Посмотрите на эту витрину. Выбор впечатляет. В супермаркете такое мясо не купишь.
Для сегодняшнего ужина покупаем стейки. Несколько минут, и наш заказ готов. У нас есть семейный рецепт маринада, который никогда не подводит. А пока мясо готовится, мы с Тайлером заняты десертом. Сегодня в меню его любимые профитроли с шоколадной глазурью. Воскресный ужин готов. Теплый, семейный и очень вкусный. Следующий сюжет про нетуристический Лондон может вас удивить. Мы отправляемся на мастер-класс по осеннему декору от компании Lush Petals. Сегодня создаем осеннюю композицию для входной группы частного дома. Украшение домов к Хэллоуину, Рождеству, дням рождения и другим праздникам – одна из красивых английских традиций. Главные герои – цветы, травы, ветки с ягодами и, конечно, тыквы. Палитра осени по-особому гармонична. Кажется, сама природа работает вместе с нами, помогая создавать благородную, спокойную и удивительно наполненную композицию. Постепенно все детали складываются воедино. Буквально на глазах вход в дом преображается. Результат перед вами. Мы остались довольны. И, похоже, хозяева дома тоже. Как чудесно мы поработали. Создали просто осеннюю сказку. Finish? Вот такой Лондон нам хочется вам показать. Надеемся, вы еще с нами, потому что впереди самая торжественная и, пожалуй, самая красивая страница нашего Лондона. Начать ее хочется у мемориала Виктории и Альберта. Эта королевская чета оставила огромный след в истории Великобритании, а их союз за сегодня считается символом любви, уважения и настоящего партнерства. Совсем рядом находится еще одно знаковое место – Альберт-Холл. Именно он станет главным героем нашего вечера. Здесь проходит один из самых престижных турниров по спортивным танцам – International Championship. Раз в год лучшие танцоры мира выходят на этот легендарный паркет. International проходит в Альберт-Холле каждый год. Билеты раскупают задолго до соревнования, а лучшие места за год. Приглашаю! Открываем тяжелые двери и попадаем в удивительный мир музыки, танца, роскошных платьев и строгих фраков. Здесь нет случайных зрителей, почти каждый связан с танцами. Внизу кружатся пары, а мы, затаив дыхание, следим за каждым движением. Безупречная техника и невероятная красота. Вдоль паркета выстроились судьи, которым предстоит выбрать сильнейших. Европейская программа сменяется латиноамериканской. Танго, вальс и фокстрот уступают место румбе, ча-ча-ча и зажигательному джайву. Даже небольшой перерыв здесь превращается в часть представления. Пока сотрудники приводят паркет в идеальный порядок, зрители поддерживают их аплодисментами. И вот наступает момент, которого ждут многие. Под звуки музыки зрителей приглашают выйти на легендарный паркет, и весь Альберт-Холл начинает танцевать. Тот, кому однажды посчастливилось оказаться здесь, наверняка запомнит это чувство. Легкость паркета, магию танца и красоту музыки. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наше путешествие по Лондону. Надеемся, нам удалось показать столицу Великобритании немного иначе, не только через знаменитые достопримечательности, но и через ее повседневную жизнь, традиции и людей.
Ну, а пока спасибо, что были с нами. Спасибо, что доверяете. Пишите свои комментарии. Что бы вы еще хотели посмотреть? Может быть, у нас есть в запасе что-то интересное. У нас есть. Ой, У нас есть чем поделиться. Так что, как всегда, желаем всем мира и добра. И до новых встреч! Если фильм вам понравился, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А уже в следующей серии мы отправимся в обратный путь домой. Впереди более 3000 километров дороги. Не пропустите продолжение.